Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся в вашу жизнь, что идет на ваш порог, давайте с вами и узнаем. И это будет период завершения июня месяца, последние дни, неделя и первые 2 недели июля. Вот с чего будет начинаться июль? Потому что это нет вот резкой грани перехода, а именно, может быть, даже те вопросы, которые у вас сформировались за счет ретро-Плутона, кстати, на начало июня, а может быть, это было даже в мае. Вполне вероятно, они будут у нас решаться в течение лета. И это время поиска новых смыслов и новых ориентиров. Итак, давайте будем с вами узнавать. У нас еще Хирон, планета, которую мы связываем с каким-то надоевшим сценарием и одновременно священной раной. Входит в знак зодиака Телец ненадолго, до середины сентября. Этот период покажет, с чем будут связаны события в последующие 7 лет, когда Хирон переместится в знак Тельца надолго. Так, не вижу пока совпадений. Идем с вами дальше. И самое главное, наверное, планета Юпитер, ваша планета, управитель, мои дорогие стрельцы, входит в знак зодиака Лев. И для всех знаков стихия огня наступает прекрасное время в период год, да, с заходом на 27-й, но вот полгода. Это, знаете, как самое активное время, не упустите. Вот, кстати, у вас выпадает книга открыта, а это учреждение у нас. Учреждение, какие-то контакты. Может быть, банально у кого-то работа, а у кого-то просто вот переговоры идут, да, которые не просто, ну, или не банальные, как разговоры, а это, ну, какая-то траектория перед вами открывается. Могут быть и согласования. Помним, что у нас не только ретро-Плутон, у вас выпадает кольцо. Это прочный союз с кем-то. Это может быть и рабочий союз. Но сейчас посмотрим, что выпадет. Это может быть и личный союз. Нет, и личный союз тут вполне вероятен. Смотрите, у кого-то это может быть даже новое знакомство. Кот, флирт, хорошее настроение. Так вот, не только ретро-Плутон, но у нас еще в самом конце июня Меркурий уходит тоже в ретро-движение. О чем я? Это прекрасное время, если мы вот говорим, да, какие-то согласования, может быть, документы, юридические вопросы, дела, контакты, контракты. Вот тут это хорошо вот все то, что с приставкой переписать, переделать, пересмотреть, передоговориться, мои дорогие. Куда-то, правда, нет смысла торопиться. Вот смотрите, у вас еще выпадает свеча, спокойное течение жизни. И какой-то прочный союз у вас будет продолжен. Более того, смотрите, как здорово, как в одном квадрате. Хорошее настроение, добрые новости, когда вообще вы более ресурсны, вы это будете чувствовать. И здесь еще и открывается какой-то путь возможностей, мои дорогие стрельцы, приходят буквально на ваш порог. Но почему-то стрелец может сомневаться. Вот у вас выпадает цепи. И это не есть что-то материальное, это наше сомнение. Это, знаете, как сердечная тяжесть, внутренняя тяжесть. Ну, как раз от сомнения это и зависит. Итак, давайте разложим, что тут нам до конца расскажут, покажут. Буквально так. Поэтому не сомневайтесь. Знаете, наши сомнения очень часто, ну, где-то разрушающе действуют на нас. Человеку свойственно абсолютно любому сомневаться. Но одно дело, когда мы так рационально, может быть, даже перекладываем что-то на бумагу, пытаемся что-то просчитать. Вот правда, есть контакты, которые, по крайней мере, как и лица, может быть, и сложные какие-то контакты. Вот смотрите, как прочный союз – это кольцо, и прочная связь – это у нас узел. Поэтому тут может быть и жизнь, личная жизнь, и, ну, как ваши достижения, планы, работы, цели. Но вот будут продолжены какие-то контакты с людьми, может быть, и до конца июля. Ну, или как по ретро-Плутону в течение лета вы обязательно решите какой-то вопрос. Дорожки открываются. Вот смотрите, у вас именно ключ выпадает прямо в центре, да, нашего пасьянса. И если мы на карты Таро переложим, у кого ключи в руках? У Иерофанта. Иерофант – это провластная тоже где-то карта, потому что она подразумевает высокие инстанции, систему, мои дорогие, иерархии.
То есть явно с кем-то, может быть, придется контактировать и на более высоком уровне, чем для вас это может быть привычно. Будьте к этому тоже готовы. Значит, могут стать вопросы и статуса вашего, вопросы и имиджа, мои дорогие, вашего. Ладно, пойдем с вами дальше. Что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Что изменит планы стрельцов? Какая же тут может быть и тайна? А может быть, это что-то неожиданное? Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? В чем ваш приоритет, ваша сила? И к чему все идет? Что будет продолжено до конца июля, будем говорить так. Посмотрим по основным сферам жизни. И первая наша карта – любовь, личная жизнь. Что ждет стрельцов? Финансы. Ну и что ждет ваши достижения? Работа, контакты, контракты, ваши где-то планы, то, что вы именно хотели бы осуществить. Итак, какая же там тайна скрывается? Что скрывает будущее? Что изменит ваши планы? Ну вот правда, мы с вами только говорили об этом значении. Я сказала, что система иерархии. По императрице это всегда статус. Причем я не исключаю у кого-то вопросы статуса по личной жизни. Конечно, мы все разные. Но императрица это, знаете, такая объемная карта нашего благополучия, когда все сферы жизни приходят в единый баланс. Вот поэтому, наверное, для вас все важно. Здесь нет такого, что, знаете, ну вот уделю внимание чему-то одному, а потом буду переключаться на другие вопросы. Здесь сразу все сферы жизни как будто соединяются в одном пункте. Может быть, решаете один вопрос, а он тянет за собой решение других каких-то проблем даже. Я такое не исключаю. И если мы говорим о личной жизни, старший аркан, такое может быть, мои дорогие девочки. Вы можете быть как и привлекательны очень для противоположного пола. У кого-то это вопросы семьи, дома, детей, именно места проживания. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Вот изменит ваши планы. Вот как ваши собственные где-то планы могут корректироваться. Я должна сказать, что это правда планетарно. На нас больше влияют те события, которые происходят в жизни людей, нас окружающих. Но и точно так же происходит вот какая-то как перестройка, перестановка обстоятельств вокруг нас. Ну вот мы уже с вами о цепях говорили, да, я сказала, хоть и человеку свойственно сомневаться, не устраивайте себе какую-то глубокую философию на мелком месте. Девушка по этой карте смотрит вглубь себя. И то, что изобразил художник, нет этого в реальности, это есть только в ее представлении. Восьмерка мечей, так же, как и девятка мечей, карты искаженного восприятия. Мы могли думать что-то одно, и вот вы будьте готовы к этому. Вы можете услышать новость, предложение какого-то человека, или состоится какая-то очень важная беседа, разговор, от которой вы, так можете в стопор впасть. Это будет неожиданно, мои дорогие. Неожиданно, потому что вы уже с чем-то определились. Вам придется рассмотреть совершенно какой-то альтернативный вариант. Будьте к этому готовы, ведь по Луне мы слушаем интуицию. Нет пока подтверждения нашим предположениям, но что-то, как понимаете, может одновременно ставить в тупик, а вот решение этой темы открывает другую какую-то тропинку, дорожку, которую мы совершенно не предполагали. Более того, тут действительно что-то изменит ваши планы, но оно пока не имеет материального подтверждения. Поэтому решение затруднено. Поэтому не создавайте себе какой-то путаницы, раз это с восьмеркой мечей. По аркану Луна должна предупредить с учетом императрицы, мои дорогие девочки, для кого-то, кому соответствует по возрасту, я жду ребенка. Или может быть, это вопросы именно как с материнством, с детством, с домом связаны. Как-то вот это будет сейчас трансформироваться. Может быть, какие-то новые нюансы. У кого-то банально вы просто будете делать свое семейное, личное гнездышко более уютным, таким комфортным. Вот я этого не исключаю. Что-то переделывать, да? Но у нас аркан Луна говорит, остерегайтесь толпы, мои дорогие. И толпа может только показаться, что это, подумаешь, толпа. Нет, тут нужно стоять на ногах, мои дорогие. И если вы оказываетесь случайно в толпе, помните, вам в другую сторону. Вообще, мои дорогие стрельцы, время ваше.
От начала до конца, тут даже планетарно. Всегда семерка жезлов говорит, силы не равны. Может быть, это вам дает карты подсказку, что, дорогой стрелец, ты пока не видишь, а в будущем будет что-то резко меняться. И у тебя, ну вот что изменит ваши планы. Либо это разговор, либо это предложение, либо это изменение решений некоторых людей, которые важны для вас, или это ваше ближайшее окружение. Я не исключаю, что это могут быть как известия, получение каких-то документов, да, как один какой-то вариант, а другого варианта нет, или вариант без вариантов. Вам, возможно, придется какой-то делать выбор. Так вот я о чем? Если нам карта говорит, силы не равны, если ты будешь настаивать на чем-то своем, ты как будто ничего не получишь. Ты потратишь силы зря, ты потратишь время, да. Тут вот нужно именно отступать полшага назад и наблюдать. И, кстати, не включаться в те вопросы, в которые вас пытаются втянуть другие. С чем это связано? Хотя я могу предположить у каждого по-своему, потому что вы именно пока чего-то не видите. Это вопросы семьи, это вопросы дома, личной жизни, пары. Возможно, и денег. Все-таки десятка кубков, и знаете, вас тут может радовать что-то. Причем радовать так, вот не случайно тут кот у вас выпал, правда? А вы не верите. Может поступить какое-то предложение или вот та самая радостная новость, но вы уже пройдя какой-то сложный путь, не хочется замечтаться, поэтому не верю. Вот такие сложные эмоции могут быть. Будьте просто к этому готовы. А на кону у вас, смотрите, десятка кубков. Если мы берем старшие арканы, это к делу не относится. Это просто именно внутренний где-то наш настрой, предубеждение. Луна. Ведь очень часто это место нашей безопасности. Вот, кстати. И пусть не в этой колоде, но все-таки в одной из карт по именно Луна, в колоде 78 дверей, карта нам где-то предвосхищает такую ситуацию, когда нам приходится, кстати, договариваться с хамелеонами. И это тоже повлияет на ваши планы. В чем ваша сила? В правосудии. Вам нужно что-то решить по закону. Кстати, тут может быть возврат, я такого не исключаю, как и ретро-Меркурий, так и ретро-Плутон. Может вернуть какие-то вопросы по документам конкретно. И с вашей позиции нужно сделать что-то настолько правильно, чтобы это было еще согласовано с законом. Как будто себя обезопасить, закон вас бережет. Поэтому помните, если вы подписываете какие-то бумаги, документы, на что-то соглашаетесь, даже в разговорах, переговорах, тут нужно вам что-то просчитать. Лучше отступи полшага назад, может быть, проведи консультацию с юристом, разберись с каким-то вопросом, но не торопись выносить вердикт. Возьми вот именно какую-то паузу или, знаете, как такой маневр в виде запасного аэродрома, пока ты не будешь знать наверняка. В этом ваша сила. И правда закон бережет, когда у вас, к примеру, даже договоренности строятся не на том, что вам пообещали. Тут ведь можно нас, как знаете, купить на какую-то идею, и мы можем ею загореться. А вот нет, холодная голова и понимание того, что ну да, может быть, мне это не нравится на сегодняшний момент, но я ведь не знаю, что будет завтра. И вот это завтра, как неизвестное, да, когда оно наступает, мы к чему обращаемся? К тому, что есть в наших руках. И вот буквально подписанная бумага, документ, правильно оформленный, для нас может служить как и защитой, но точно так же может нам создавать проблемы. Вот, мои дорогие, вам буквально закон помогает. Давайте мы еще одну карту достанем. В чем ваша сила? Хочется сказать, переключаться, может быть, с добрых эмоций, вот именно так, на некоторые те вопросы, не пойти, мои дорогие, на уговоры. Вот больше вижу так. Конечно, эта карта будет больше говорить о личной жизни. Ведь в целом по королеве кубков это те люди, которые добрые. Это любящий человек. Вот вы кого-то любите, например. Я не исключаю, кто-то любит вас. Может быть, и будут действительно обсуждения очень важных у вас тем. Вот не избежать этого, это точно. Но ваша сила будет в том, что вы сильные люди, но и вы люди благородные. Вот где-то особенно по Хирону. Потому что Хирон – это могучий кентавр, мои дорогие, очень символично. Тот, который именно Хирон.
Кентавров было много, но Хирон это был единственный, который был как учитель. А учитель и ученик, мы говорим, это у нас иерофант, опять же, ключ. И он обучал математике, он обучал астрономии, астрологии. Ну, по преданию, по истории мы говорим, да. Он обучал медицине, врачеванию. Вот представьте, насколько было универсальное знание у Хирона. И вышло именно так, что пострадал-то ведь он из добрых побуждений, когда научил правилам, как, знаете, искусство охоты Геракла. И этот Геракл решил тренироваться, выпуская стрелы не где-нибудь, а на пороге жилища Хирона. И совершенно случайно отравленная стрела попала в ногу Хирону, из-за чего от боли он невыносимо страдал, поскольку он был бессмертный, он был обречен на вот эти страдания. Я подробно так говорю. Почему? Потому что карта именно любящего человека, королева кубков, включает в себя такую безграничную любовь и альтруизм, доходящая до самопожертвования. Поэтому будьте внимательны. Вот какой-то такой тонкий нюанс, а тем более у вас еще и аркан Луна. Хочется, может быть, на что-то согласиться. А тут нужно и не отказаться от этого, а перевести как в новую систему ценностей, перевести в какой-то новый формат по документам. Или, когда буквально обсуждаете какой-то контракт, вам нужно все детали и нюансы и проговорить, а потом совместно с кем-то это еще и подписать. Будьте внимательны. Что же будет продолжаться? Но вот в этом режиме вам еще придется пройти, правда, лето. Ну, до конца июля мы спрашивали, карта Верховная Жрица, ты правда чего-то сейчас не видишь, слушай свою интуицию. Вы узнаете еще некоторые тайны. Вы знаете, тут есть такой момент, все-таки выпадает аркан праздника вообще-то, но иногда это как третьи факторы, третьи лица. Поэтому вы пока не видите, вот конец июня, начало июля, вы пока не видите какую-то концепцию, которая у вас сложится в последующем. И я не могу сказать, что это что-то плохое. Но я не могу сказать, что это, знаете, нечто такое, что мы успокаиваемся и позволяем себе по течению плыть. Нет, когда выпадает аркан Верховная Жрица, будь настороже, храни где-то молчание, не рассказывая себе много. Но если мы спросили, что будет продолжаться, то я вижу, это вы узнаете какие-то нюансы, возможно, тайные. Когда на ваш вопрос оказывали влияние третьи факторы, вы можете узнать какую-то правду о конкретном человеке, причем либо это может всплыть с какими-то обстоятельствами, или это может быть, мои дорогие, когда вы даже о человеке были одного мнения, а здесь вам придется изменить. Вот, кстати, к этому будьте готовы. И это может произойти внезапно. У кого-то из вас что будет продолжаться, правда, решение каких-то юридических вопросов. Более того, вам придется, возможно, куда-то отправиться и очень быстро. Вы что-то не сумеете отложить на потом. Возможно, вам именно и придется где-то начинать с того, что вы будете перестраивать свои планы. И к этому разные предпосылки. У кого-то тут и законы, да, или какое-то, дело, которое вы хотите осуществить, а варианты решения, они есть вот какие-то, как сложившиеся уже. Они не зависят от наших желаний или нежеланий. Придется именно действовать как-то совершенно по-другому. И без эмоций, мои дорогие, будьте к этому готовы. Итак, личная жизнь, любовь. Смена направлений. По пажу Пентаклей мы вот буквально в этой колоде идет какая-то топография. Может быть, это вы собирались ехать в одно место, поедете в другое. Или вы получите сведения, такие, которые будут тоже где-то в конечном итоге связаны с перемещениями, с какими-то построениями планов. Вот опять же по этой карте. Пажи это у нас вестники. Вы получите какую-то новость. И именно эта новость, паж все-таки, да, мелкая карта. Еще есть элемент инфантильности, незрелости. Непонятно, как к этому вопросу подступиться. Вы можете столкнуться с теми людьми, кому вы не доверяете. И вот эта новость может даже прийти от того человека, который вас прежде подводил именно. Или вам создавал какой-то, знаете, как ненужный шум, хаос информационный, пятерка жезлов, как наше состояние, что да нет, я этому не верю, откуда сомнения, мы говорим, да. Или это может быть что-то такое, что нам вроде бы предлагают, а у нас внутри что-то противится. И тем не менее, что это такое?
Король Пентаклей. Тут будет что-то переделано, пересмотрено, пересмотрен документ. У кого-то будет вопрос, связанный с переездом. У кого-то вопрос еще и денежный, мои дорогие. Все-таки король Пентаклей. Король Пентаклей часто символизирует наших близких, семью. Здесь могут быть сведения, связанные с вашими родственниками или с людьми, которых вы, ух ты, смотрите, не можете исключить. Карта старшего аркана Колесница, правда, дороги. Дороги как сами по себе или планируемые, опять же, дороги. Но эта карта ведь вообще, когда мы отчасти выбираем направление, как будто достигли, да, вот как по этой карте плато. И вот в этих указателях туда или сюда вы будете решать. Вообще это карта успеха. Будут какие-то вопросы по личной жизни решаться, ну, хочется сказать, в ускоренном режиме. Будьте к этому тоже готовы. Пусть это не для всех, не для каждого. Может, это будет какой-то, ну, как спонтанный маршрут, куда надо поехать, съездить. Может быть, это будет очень приятное что-то, кстати. Давай с тобой вместе съездим куда-нибудь, да, для тех, кто в паре. А для тех, кто один или одна, ну, то тут, знаете, вы сами можете отправиться в путешествие и познакомиться с человеком, который моложе вас. И это будет что-то такое интересное. Может быть, это будет тот человек, который думает по-другому. Он вас может привлечь своей стабильностью, как ни странно. Тем, что он как-то думает, не просто думает, а он действует более размеренно. Где-то вы можете удивляться, потому что вы разные, да, он видит мир как будто другими глазами. Но у вас это будет как притягивать. Вот такой момент. У кого-то банально вопросы, связанные с автомобилем, мои дорогие. Бывает такое. Но все же мы говорим, как по этой карте нам сразу дает совет, не оглядываясь назад. А еще эта карта принадлежит, если мы так старший аркан переложим на знаки зодиака, рак, мои дорогие. Может быть, асцендент, может быть, есть конкретная персона у вас, да, у кого-то из вас, которая рождена либо под солнечным знаком рак, либо это будет асцендент. Ну вот давайте посмотрим дальше, что ждет в финансах. Как-то тяжеловато, мои дорогие. Много работы. Много работы, и карта говорит, брось-ка ты эти 10 жезлов, отдохни. Что же по финансам? Пятерка мечей. Будьте готовы к тому, что будет какая-то тема, в которой вам придется договариваться, вы будете не согласны, но нельзя ни в коем случае как создать конфликт. Что это такое? Ага, о, как интересно. А так работает колесо фортуны. Ваша удача. Ждите каких-то стремительных, как будто перемен или каких-то обстоятельств. Может быть, это будет один какой-то день, который вы распланируете, а вас сама судьба переключит на что-то другое. Вы можете узнать какую-то новость. Тут у нас, правда, есть те карты, которые о новостях именно и говорят. И пусть это даже в средствах массовой информации вы что-то слышите, как будто понимание, мне нужно сейчас что-то переиграть. Вам самим. И именно это будет касаться каким-то образом и финансов. Безусловно, эта карта будет говорить, не упусти времени, не потеряй его. У тебя будет какая-то возможность. Но эта возможность приходит, смотрите, мои дорогие, тогда, когда нам, может быть, очень тяжело, много работы. И тогда, когда, все буквально внутри нас противится. А тем не менее, так работает фортуна. Запускаю какой-то волшебный механизм перемен, который вас ведет к новому статусу, к новым возможностям, новому качеству жизни. И мы ведь этого не видим по Луне. Нам может только что-то казаться. Но интуиция – это ведь у нас тандем интеллекта и пережитого опыта. Но такого более хладнокровного, ни разу не про эмоции. Вот будьте готовы к таким поворотам событий. Ваши достижения. Вот я часто говорю, туз жезлов – это карта возможностей. Более того, туз как будто врывается буквально в нашу жизнь. Иногда это само по себе известие, новость, информация важная, которая делит нашу жизнь на период до и после. Вот что-то такое будет. По сути, мы весь наш расклад об этом говорим. Тут как возможности приходят в новом формате. Будьте к этому готовы. Так что же ждет? Ага, понятно. 15-й старший аркан. Вот я не исключаю, может быть, у кого-то
Знаете как, ведь это у нас иногда проходит 15-й аркан, тем не менее соответствует, если мы о знаках зодиака, это Козерог. Может быть конкретный человек, но Козерог – это Сатурн. Это, знаете, как между тем, что я должен, и тем, что я хочу. Старший аркан. Этот аркан дает возможность, кстати, заработать деньги. Но мы помним, у нас Плутон в Водолее, легкие деньги опасны, причем на долгий период. Поэтому, если мы говорим о лотерее, то нет, на долгий, опять же, период. Не играй как будто с огнем, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Никакой игры, поэтому у вас и правосудие, в этом ваша сила. Здесь могут вас, как знаете, пробовать на прочность, насколько вы способны или вас способны уговорить, склонить к какому-то решению, или насколько способны вас как зажечь новым проектом, ведь это зависимости карта. Поэтому если мы говорим о зависимости, вот здесь нельзя попасться на удочку, безусловно, но этот аркан, как и все остальные, не только имеет вот такие предупреждающие мотивы, но он нам дает физическую силу, он нам дает как способность выдержать напряжение, опять же, как и физическое, то так и эмоциональное. Вот будет какая-то такая тема или поворотный момент, который связан с известием, с новостью, которую вы будете именно думать. Вот я хочу так, а мне предлагают что-то вот такое. Или жизнь как-то так складывается, да? И вот между хочу и должен какой-то вам сложный выбор придется делать. А тут дело не в выборе. С одной стороны, ведь это карта, кстати, спонтанного маршрута, когда мы обязательно должны что-то рассмотреть. Наверное, это как в детской игре. Да и нет, не говорите. Мы уже с вами об этом тоже где-то говорили. Себя сохранять, да? Финансы сохранять. Тут, может быть, на финансы, даже как бы, несмотря на то, что и императрица вам выпала, двойка кубков, и вроде как есть прогресс по финансам. Но это не то время, когда мы глобальные покупки делаем. Как будто тут больше идея или иные вопросы, нежели пойти и, допустим, отдать крупную сумму за что-нибудь. Тут нужно именно по тратам подождать. Все-таки у нас пентакли выпадают. Быть вот этим жонглером. И карта говорит, обойдешься как будто самыми необходимыми какими-то покупками. Может быть, так складывается ситуация, что, правда, не надо много тратиться. Но вот, видимо, во всем нужен баланс, потому что попробуйте, вот представьте себя, вы стоите на качелях, что самое главное, двойной баланс. То есть самому надо удержаться, да, чтобы эта планка в ровном каком-то равновесии находилась, а еще и при этом подбрасывать пентакли и ловить их. Вот какая-то многозадачность у вас будет продолжена. И, может быть, это именно будет строиться в каких-то очень, очень важных вопросах, которые граничат с вашими желаниями. А первая карта у нас туз жезлов. Начинаться все может с одной новости, с одного предложения, с одного известия. Тут у кого что. Или то, что вы просто даже банально услышите, да, и понимаете, что это предвестники перемен. И теперь мне самому или самой нужно перестроиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.